А можно я тебя остановлю и скажу сразу? И, судя по всему, мы записываем с тобой Zoom, и который ты выложишь потом на YouTube. И люди могут не дожить до 60-й секунды, когда они поймут, какие болевые точки ты решаешь. Ты мог бы начать сначала, какие проблемы ты решаешь, а потом уже рассказывать, как ты их решаешь. Насколько я помню, предварительно ты мне говорил, там, сбрасывал сценарий сегодняшнего там видео и так далее, что основная болевая точка, что клиент заполнил форму, ждет, чтобы с ним связались, а проходит бесконечное количество времени. В каких-то ситуациях это происходит 10 минут, в каких-то это происходит 10 часов. Это первая болевая точка, которая есть практически у всех клиентов, неважно, чем они занимаются. Машины продают, крыши устанавливают, или же салон маникюра, или же хэндимен. Я правильно понимаю? Да, абсолютно То есть верно. первое касание лида, где лид, ну все, вы потратили кучу денег, вы потратили на рекламу, и вот, наконец, лид пришел. Лид пришел, а толку ноль, потому что он заполнил форму, и эта форма лежит и спит, пока менеджер попьет кофе, почешет, там, не знаю, что он себе почешет и так далее. Я просто как собственник говорю, может быть, чуть-чуть эмоционально. Это первая болевая точка, которую ты хочешь сейчас объяснить. Вторая болевая точка, которую ты хотел бы сейчас объяснить, это объяснить, как ее решать. Это когда настроили, кто-то там наконец-то поставил себе искусственный интеллект, который отвечает, отзванивает и так далее. И происходит этот чудесный звонок, когда человек оставил форму, ему перезванивают. А человек сейчас за рулем, кушает, ему неудобно говорить. И он говорит роботу, менеджеру, неважно кому, перезвони мне через 2 минуты, перезвони мне через 2 часа, перезвони мне через 3 года. И кладется трубка, и менеджер забывает, забивает и так далее, и так далее. То есть вторую болевую точку ты решил, где не надо менеджеру держать в голове списочек на листике писать или где-то в экселевской таблице. Робот сам понимает контекст разговора и самостоятельно перезванивает тогда, когда его попросили. Перезвони мне через 2 минуты. И он перезванивает. Это вторая болевая точка, которую ты решаешь. Третья составляющая, еще более важная. А, Просто я это вижу постоянно у людей и пытаюсь помочь им исправить эту ситуацию. Идет перезвон, когда человек сказал, перезвоните мне через 5 минут или через там 10 минут и так далее. И перезвон идет с белого листа. То есть вы настроили искусственный интеллект, и, дай бог, чтобы настроили, или же перезвон. И идет перезвон. Здравствуйте, это компания такая-то, такая-то. Если у вас минутка, мы хотели бы вам рассказать то-то, 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 то-то. Петя решил вопрос контекста. То есть, когда идет перезвон, робот перезванивает, понимая, что он не первый раз касается, а он перезванивает. И он говорит, здравствуйте, вы просили перезвонить, я такой-то, такой-то, я вам перезваниваю. Вам сейчас удобно говорить? И у человека не появляется раздражение, что, блин, да ты достал, я же с тобой разговаривал 10 минут назад. Что значит, что ты мне с самого начала вываливаешь всю свою маркетинговую презентацию? То есть робот, твой робот умеет понимать контекст в момент перезвона. Я правильно понимаю? Все абсолютно верно. Это три таких главных составляющих. Супер, супер. И четвертая составляющая, ну, я имею, скажем, первая, вторая, третья, понятно, когда перезвонили, там он запомнил, он записал в календарь, все замечательно и так далее. И четвертая составляющая, если человек написал смс-кой, перезвони мне через 10 минут, это тоже окей, робот тоже понимает и может это сделать. Я правильно понимаю? Правильно, голосом и текстом происходят такие истории. Супер, супер. Вот это 4 основных блока, которые сейчас Петя расскажет, как он реализовал. Ну, прям кровище-кровище. Поехали. Да, спасибо. А теперь я хочу показать на деле, как это происходит. Вот я, лид, клиент пришел на сайт и хочу с вами Чей это связаться. сайт? Чей это сайт? Это сайт одного из наших клиентов, лендинг-страничка для работы по недвижимости, когда бизнес заключается в том, чтобы покупать дома, проблемные, непроблемные, в том состоянии, как есть, за кэш у собственников напрямую. То Собственники есть он, через то есть он рекламу обзванивает, он обзванивает собственников и делает им предложение. Правильно понимаю? да, собственники, которые через рекламу находят решение,
заполняет форму на сайте, вот я пишу какую-то там 1, 2, 3 там тест, я не знаю, беру какой-то адрес, Нью-Йорк, указываю свой номер телефона, сейчас я укажу номер, на который мне можно перезвонить. Ну, то есть ты номер своей CRM-ки даешь, Да, куда я даю, поймаешь чтобы звонок. сейчас продемонстрировать Окей. звонок, принять его реально у себя. Причем я хочу обратить внимание, сейчас Петя со своим смешным английским языком будет отвечать. В чем фишка? Наша, к сожалению, достаточно частая целевая аудитория — это ребята, у которых не идеальный английский. И многие ребята боятся, стесняются звонить, отвечать на телефонные звонки и так далее. И вот наши роботы помогают снять эту тоже проблему, то есть отсутствие хорошего языка. То есть там робот с хорошим английским звонит, беседует, отвечает на телефонные звонки и так далее. Это тоже можно потом посмотреть. Поехали. Можно посмотреть. И, кстати, Петь, ты, наверное, под этим видео, когда будешь выкладывать в Ютубе, делай ссылку на примеры типовых разговоров, которые происходят по звонкам, по рекламе в нашем бизнесе. Хорошо? Да, мы покажем звонки, примеры в разных нишах и дадим ссылку на то, чтобы вы могли их посмотреть, послушать. Хорошо. Поехали. Значит, я заполнил форму, и что сейчас будет происходить? Я отправляю форму в обработку, ну и как на практике в обычном бизнесе, у которого даже AI нет. То есть лид уходит куда-то в их CRM-ку или в Excel-ку, или оповещение куда-то в какой-то платформе, и менеджер должен за этим физически следить и как можно быстрее перезвонить. Как правило, он может перезвонить, ну, как человеческий фактор, ну, это в пределах 5 минут, если все хорошо. Я уже не говорю, если он там уснул, пошел там в туалет пообедать, или это не рабочее время. Я скажу, Что? извини, я тебя перебью, я тебе скажу, что, например, автобизнес, к сожалению, и многие другие бизнесы, там, где собственнику автомобиля или недвижимости нужно как-то отреагировать на маркетинг в течение дня и так далее, все заснули, или он забрался в свою тепленькую постель и начинает там что-то наклацывать. И это в 90% случаев явно после 5-6 вечера, где как работают менеджеры в офисе. Правильно, Петь? Ну и с опыта скажу, у нас же есть клиенты-автодилеры, они отделились болью, а я их передам сейчас в эфир. Первый сценарий, когда в дневное время приходит звонок, приходит лид, ему надо позвонить, а менеджер, который за это отвечает, он сейчас проводит тест-драйв, показывает шовинг, показывает автомобиль какой-то у них на площадке. Он вернется с этого события и после чего сможет перезвонить. Это может уйти не 5 минут, а гораздо больше. Это первый сценарий. А второй сценарий — это реально ночное время. Представьте, люди, которые хотят купить автомобиль, они часто после работы, в расслабленно, уже перед сном могут зайти в телефоне, посмотреть на каком-то специализированном сайте какие-то автомобили, найти подходящий, кликнуть «свяжитесь со мной» и хотя бы ожидать, что им напишут, позвонят. Ну, когда все базируется на живом человеке, то, естественно, ему перезвонят реально на следующий день утром. По возможности, ну, желательно. При условии, что менеджер нормальный, что он пришел в хорошем настроении и все-таки перезвонил там в 10 часов утра, а не после первого звонка его, грубо говоря, послали, у него настроение испортилось, и он, соответственно, таким же образом и перезванивает. Ну, окей. Верно, потому что лидов может насыпаться там 20 штук, дай бог, а в итоге он позвонит первым и дальше не успеет остальных прозвонить. Там уже Ладно, потеря. Петь, поехали показывать, а то народ заснет. Скажем, мы-то знаем свой продукт, мы им гордимся, и мы о нем можем говорить часами, а народу хочется уже получить результат. Погнали. Да, так что наш AI, который я сейчас использую, он звонит сразу после поступления лида на протяжении секунд. Что происходит? Заполнил форму, нажал «Отправить», вот видите, я нажал. Мы сообщаем, что мы позвоним, ну, как будто мы человек на протяжении какого-то времени, 5 минут адекватное время. А я демонстрирую параллельно CRM-ку, в которую зашел лид. Видите, адрес, который я ввел, 123 Вильям, Нью-Йорк, он уже у меня в CRM-ке за доли секунды. А теперь вы видите и, возможно, слышите в эфире, что идет звонок, поступил, потому что я свой номер указал. Вот я поднимаю трубку, слушайте, ход разговора. Hello. Hello.
Hi, Peter. My name is Mark from UVN Properties. I'm calling regarding the property on 123 William Street. Do you have a quick moment to chat? I am busy. Call me back in 2 minutes. No problem at all. I will call back in a couple of minutes. Thanks, goodbye. Goodbye. Вот, на ваших глазах произошло следующее. После заполнения формы мне очень быстро перезвонили, то есть я показывал, что у меня лид появился в CRM-ке. Это может появиться, знаете, в вашей CRM-ке, может появиться в вашем календаре, где угодно, неважно. Важно, что лид, который поступил, сразу получил звонок. Если лид занят, если клиент, который заполнил форму, занят, возможно, Петя, подожди, пока у тебя светится Telegram. Я правильно понимаю, что ты настроил таким образом, что он попадает и в CRM-ку, и попадает в тот канал, который к собственнику очень часто важен. И в данном случае это реализовано, что дублем идет этот теплый лид в Telegram-канал, где ты тоже можешь отслеживать и не сидеть возле CRM-ки, просто вести бизнес из телефона. Смотрите, я собственник бизнеса, сейчас глазами собственника бизнеса. Я занимаюсь своими делами, я где-то нахожусь в движении, в работе и так дальше. У меня смартфон в руках, в кармане буквально оповещение пришло. Мне на Telegram: у тебя новый теплый лид. Почему теплый, не горячий? Да потому что он еще как бы с ним не поговорили, а назначили с ним перезвон. Вот, Петр с номером телефона, там переменные, что у него такой-то адрес, и коротко summary о том, что Марк, это наш менеджер AI, позвонил Петру по поводу такого адреса, а тот попросил перезвонить ему через 2 минуты. Я сразу же могу кликнуть и увидеть данную ситуацию прямо в CRM-ке, в той платформе, в которой вы это видите. Не просто увидеть, если я правильно понимаю, а прослушать разговор, понять вот, контекст, да, вот записанный, транскрипцию, да, сделать. Вот я хочу подметить, сейчас уже 2 минуты прошло, пока мы с вами разбираем, и вот у меня сейчас повторный вызов. Я отвечаю на звонок уже после моей просьбы перезвоните через 2 минуты. Hello? Hey, Peter. This is Mark from UVN Properties. I tried reaching you earlier about the property on 123 William St. New York, NY. You mentioned it would be better to call back now, so I wanted to follow up about that property. Do you have a quick moment to chat? Yes. Great. I wanted to understand your situation a bit better. Are you thinking about selling the property or just exploring options right now? Yes, I have plans sell my property. Got it. Can you tell me a little about the condition of the house, any recent updates or repairs needed? Needs cosmetic repairs. Thanks for sharing that. Our company buys homes in as-is condition, so you won't need to worry about those repairs. I'll chat with my partner and do a quick market analysis. Then we'll call or text you with an estimate. Does that work for you? I'm interested, yes. Perfect. We'll be in touch soon. Thanks for your time, Peter. Thanks, goodbye. Goodbye. То есть, что вы увидели? Хороший английский. Мне перезвонили, как обещали. Меня называли по имени, по адресу, по всем переменным, которые существуют в данном лиде. В том контексте, что мне реально перезвонили. Я в CRM-ке, как видите, только что получил в Телеграме уведомление о том, что это уже hot lead. Как помните, предыдущий это было warm lead, теперь он hot lead, потому что лид подтвердил мне, что он продает эту недвижимость, она нуждается в ремонте, он согласен на offer estimate, который обещан. Поэтому произошел весь flow, который требуется к данному лиду. Собственник бизнеса увидел, что у него теплый лид, он не переживает, что он там теплый и еще до конца непонятен. Ему система перезвонила через то время, которое его попросили. Мы получили дополнительную транскрипцию второго разговора, 1 минута 12 секунд, с summary, с возможностью прослушать данный разговор. И знаем, что лид оформлен. Собственник бизнеса увидел уведомление и дальше занимается этим лидом, как уже горячий пирожок, обрабатывать, там готовит estimate,
давать оффер и пытаться заработать на данном контракте. Но представьте, это могло быть и ночью, это могло быть вообще в любое неудобное время для менеджеров и кого-либо. Это происходит, безусловно, днем и ночью, 24/7, секунда в секунду. За 2 секунды лид находится в CRM-ке у вас, то есть лид уже не потерян, он уже зафиксирован. У вас происходит уведомление о лиде, как только лид появился, первый признак. Второй, ему звонят, общаются, получается сразу с ним поговорить. Отлично, если вдруг ему сейчас неудобно или он там случайно что-то нажал, но ожидалось, что ему перезвонят там через полчаса, то, естественно, он попросит, там, я сейчас за рулем припаркуюсь или там... Окей, Петя, что понятно. Понятно. Важный момент и важное дополнение, которое явно возникло у ребят, которые смотрят это видео. Можно ли ставить временные интервалы? Конечно, можно. Можно ли настраивать так, чтобы он, робот, звонил не ранее, не позже? Конечно, можно. То есть у вас есть полностью возможность настроить под свои хотелки. 24/7, значит 24/7. С 6 утра до 6 вечера, значит так. То есть это все очень гибкое. Правильно, Петя, понимаю? Все абсолютно верно. И вторая составляющая, текст-промпт под каждый бизнес, под каждую ситуацию тоже делается очень легко, то есть вообще нет никаких ограничений на сегодняшний момент. Дальше, Петя. Все верно. В данной презентации, которую мы только что увидели, это тип бизнеса, когда не требуется букинг, когда не требуется запись, потому что реально надо выявить, продает ли дом лид, и такому лиду начать давать офферы свои. Но есть бизнесы, сфера услуг, знаете, когда вы на какое-то Поехали, время... автобизнес, поехали. Автобизнес. Мы подготовили ровно такой же сценарий, когда у вас автобизнес, например, это аренда автомобилей на прокат. Тоже человек пришел по рекламе, хочет арендовать автомобиль, мы видим вот сайт, мы видим ту же форму. Я могу сейчас также заполнить форму. Питер, пишу свой номер телефона, выбираю какой-то там рандомный автомобиль, Хонду выберу и отправляю. Тот же флоу, максимально быстро робот перезванивает. Поехали. Я не буду сейчас демонстрировать, в принципе, то, что вы уже видели, когда я не имею времени и перезвоните мне. Я хочу показать конкретно функционал, когда со мной общаются и предлагают мне записаться, забрать ключи от автомобиля на назначенное время. Поэтому Отлично. я отправляю форму. Отправилась форма. Я открываю CRM с лидами. Вижу, Со стороны что продавца ты смотришь. Да. Honda CR-V, который только что я заказал, выполняется calling статус, видите? Вот я слышу звонок, если вам слышно, надеюсь. Слышно. Нажимаю «Ответить». Hello. Hello. Hey, Peter. This is Alicia from Auto Harbor Exchange. I am reaching out about your car rental inquiry for the Honda CR-V here in Miami. Do you have a quick moment? Yes, correct. Great. So I have you down for the Honda CR-V. How many days are you looking to rent for? 2 days. Perfect. When works best for you to pick it up? Tuesday. Next Tuesday. One moment, please. For Tuesday, February 24th, I have 12 p.m., 12:30 p.m., 1 p.m., 1:30 p.m., 2 p.m., 2:30 p.m., 3 p.m., 3:30 p.m., 4 p.m., or 4:30 p.m. available. Which time works best for you? 10 checking. 10 p.m. please. Great, you're all set. 10 a.m. Great, you are all set for Tuesday at 10 a.m. You will get a confirmation text message shortly. Pickup is at 1250 Ocean Drive, Miami Beach. It was great chatting with you. Have an awesome day. Perfect. Goodbye. Goodbye. Have a great day. Goodbye. Что мы сейчас слышали и видели? Первое. Мне поступил звонок, где менеджер, уже обратите внимание, виртуальный менеджер женским голосом обратился по имени, объясняя, что я звоню тебе, потому что ты попросил автомобиль с сайта, заполнил форму. И задала некоторые вопросы. Мы это называем анкетирование. То есть спросили,
когда бы вы хотели, на сколько дней автомобиль? Я сказал, хочу на 2 дня. Какой день вас интересует? Я попросил на вторник. Следующее, вторник, по-моему, да, я попросил? Да. Следующее, предложила мне пул, ну, это все корректируется, какое время я хотел... Окна. Окна, да, забукаться. Я подтвердил на 10, по-моему. В итоге у нас договоренность на словах произошла. Лид, только что мы видели в Telegram, пришел лид в другую нашу группу по демонстрации по автомобилям, где то же самое. Горячий лид, только есть плюсик, что это букинг. В этом формате мы видим, что тоже лид такой-то попросил такой-то автомобиль на 2 дня и так дальше. Есть короткая сводка, что, когда и как. Значит, 24 10 м, смотрим, февраль 24. Календарь 24 это у нас вторник, next Tuesday я попросил. Поэтому я нажимаю на 2 февраль, это реальный календарь, к которому подвязана данная система. Февраль 26 года, 24 вторник, у меня появилась запись на 10 ам о том, что есть вот Car Peak, ну, ваш бизнес, Auto Harbor. Значит, в нем указан синхрон с тем, что я получил в Телеграме. И то же самое у меня в CRM-ке Honda CR-V. Разговор, который поступил мне, записан. Мы поговорили со всеми моими ошибками по английскому, там 10 PM, стоп, это AM и так дальше. Видите, как транскрипция грамотно все записала. Она саммаризировала уже без этой всей неразберихи, четко, что мы договорились. Мне ушла смс-сообщение на мой номер телефона. Петр, подтверждаю, записала вас на такой-то, то есть Tuesday, на вторник, 24 число, 10 ам. Все, как знаете, вот правильно записано. Дальше адрес, где мне подъехать, 1250 Ocean Drive, Майами-Бич, адрес, до встречи, увидимся там. Дальше CRM проанализировал, то есть квалификация лида, AI, который сидит, это все смотрит. Он, знаете, как это происходит? У нас это комбинация роботов. Робот звонит, договаривается, потом сам себя анализирует, принимает решение. Мне надо, я же в разговоре обещал эти договоренности подтвердить смс-кой, скидывает данную смс-ку, видим ее. А я сейчас вам продемонстрирую, как я ее получил. Смотрите, я здесь на этой другой системе общался. Вот, inbox. Видим, что смс-ку вот с текстом, который я вам сейчас демонстрирую, откуда она от вас как бизнеса ушла. И вот как будто представьте, что это мой смартфон. В моем смартфоне я вижу текст смс, который вот доставлен мне. С тем же текстом, который только что показывал. В итоге квалификация лида это горячий лид. Есть сводка, почему он горячий, потому что уже забукан он на 2 дня, все как положено. Это может быть разные ниши бизнесов. Это может мувинг, анкетирование. Я хочу перевести свои там груз какой-то с точки А в точку Б. Откуда, оттуда, куда, туда. Какой день недели, в такой. И так дальше. Это может быть хэндимен. Мне надо что-то отремонтировать. Когда? Мне надо на тогда. Он проверяет ваш личный график по вашему календарю. Вот я календарь показывал. Он чистый или там есть записи промежуточно. Он выдаст только те временные, которые свободны. На день, который вы выбрали в разговоре. Вам предоставит выбор, человек подтвердит такое-то время, это учитывается выходные дни, что их не называть, это те занятые окна, это не рабочее время, все учитывается. Поэтому робот выдаст в эфир только те временные рамки на день, которые по желанию от человека. Окей, Петя, у меня есть сложная вредная задача. Например, открой календарь. Я еще закончу буквально, чтобы я не вылетела с головы, разрешите. Ну, давай. Просто весь флоу, что кроме того, что у меня забукали и дали мне summary, и владелец бизнеса получил уведомление, я еще знаю о том, что запланированы фоллоуапы в виде смс-ок. То есть это еще не все закончилось. Мне позвонили, мне отправили смс-ку с подтверждением, и мне как клиенту еще прилетит 2 смс-ки. Первая смс-ка за день до события,
как договаривались, завтра мы с вами в 10 на таком-то адресе встречаемся. А потом еще на следующий день за час, то есть мы на 10 записаны, нам в 9 утра прилетит смс, робот отправит ее. Все, через час, как договаривались, на этом месте ключи отдать вам. Если человек, хотите, можем отвлечься с вашими вопросами, или я закончу вот всю мысль дальше по этому сценарию? Не, я просто хотел задать вопросы из жизни. Например, человек передумал. Например, с женой посоветовался, жена говорит, да нет, дружище, давай, например, на четверг, на Wednesday или там на среду, там пусть будет Wednesday, да, на среду, давай перезвони мне, то есть перезакажи на среду, примерно 1 p.m., 1 p.m. И у меня вопрос, робот самостоятельно внесет изменения в календарь? Робот сотрет старую запись в календаре и таким образом не будет забивать слоты и запишет новые или нет? Смотрите, да, очень хороший вопрос, спасибо вам за такой вопрос, он как раз раскроет тему в полной мере. Я только что хотел как раз рассказать, что происходит дальше. Если допустим, человек сейчас забукался, то есть ему позвонили, он подтвердил, не думая, да, давай там на вторник. А станом на понедельник, сегодня суббота, да, в понедельник человек такой, ему приходит смс-ка, допустим, все, напоминаем, завтра во вторник в 10 мы там встречаемся, как договаривались. Он, стоп, у меня же планы поменялись, надо что-то поменять. У него есть, как и в любого другого какие возможности. Либо перезвонить, с кем он общался туда же, перенабрать и попросить что-то поменять. Или у него есть смс, ему же напоминают. Супер. Супер. У меня есть возможности либо позвонить, сообщить такую информацию, либо написать. Так как мы уже звонки слышали там на английском, все как это звучит, я сейчас покажу еще текстом, что это как одна цепочка. Вот я захожу в место, куда я получил смс-ку. Вот мой смартфон. Виртуальный смартфон, да, окей. Виртуальный смартфон. И я хочу на эту смс-ку свой ответ дать. Ответ как раз в контексте, который мы сейчас обсуждаем. Я хочу поменять время. Я в своем смартфоне, я хочу это реально реализовать. Я пишу текст смс-ки и этому бизнесу отвечаю такую просьбу. Вот. Отправил. Пока отправил, знаете, смс-ка там идет пару секунд, оператор связи и так дальше. Не открывай CRM-ку. Не открывай CRM-ку. Сиди, давай посидим. Хорошо, ты открыл календарь, отлично. Давай посмотрим, что будет на календаре. Ничего не меняем, мне просто интересно, как удалиться и как появится. Или же это надо перезагружать календарь просто пойдет. Так, смс-ка уже пошла, да, собственнику бизнеса. Вот смотрите, что происходит. Вот мои 2 руки. Да, удалилась, да? Первый, календарь, в котором я нахожусь, удалилась полностью запись, которую вы видели на своих глазах. Второе событие, в телеграм-уведомление мне прилетело, что смс-ка с тем, чтобы данный лид перенести на 25-й. Было на 24 число, но попросили на следующий день, на 10. Дальше я вижу, что вот мой календарь, я перехожу на 25 число и вижу, что на 10 эта запись перенеслась. Но она не просто там записалась как дубль, она же ушла здесь. То есть ни один менеджер, ни один живой человек это не контролировал, он не держал это в голове, он не проводил это никакими кликами. В итоге я в своей CRM-ке вижу лид Honda CR-V, который прошел данный путь. Ему позвонили после заполнения формы, он получил смс с тем, что мы подтверждаем, он квалифицировал лид и назначил ему запланированные фоллоуапы с тем, что мне надо ему написать за день, потом еще за час. Потом этот парень передумал, попросил поменять время. Физически это в календаре все произошло, технически, чтобы у меня был синхрон. Мои менеджеры точно знали состояние, когда я должен все-таки это делать или не делать. Возможно, это была отмена, не перенос. А дальше что произошло? Робот придумал ответ. Петр, это
переводчик, да, забор груза, по сути, это забор ключей автомобиля, услуги, все что угодно, это как мы напишем. В среду 10, то есть подтверждение, что мы подтверждаем среду 10, а не вторник. Это первый момент. Второй момент. СМС-ка ушла, и третий я вот показываю вам в своем виртуальном смартфоне. Сейчас я это обновлю страничку, чтобы вы видели, что у меня есть автоматически все эти события. Что я как клиент вижу события. Мне прислали одно подтверждение, я попросил перенести, и мне прислали, мы подтверждаем, что Honda CR-V, грузы, это Honda так назвали, Google переводчик, что Honda CR-V на 2 дня вы можете забрать в среду в 10, а не вторник 10. По такому же адресу, вот, все как положено. Поэтому весь процесс произошел. Я на данном зуме вам показал много ситуаций, таких как, подытожить хотелось бы. А подытожить я хотел бы подытожить не тем, что ты сейчас покажешь, какие ситуации, а подытожить я хотел бы, какое количество денег, Петя, люди теряют, когда доверяют свой бизнес. То есть смотри, человек построил бизнес, дал немеренное количество денег на рекламу, и в итоге он пропускает то, ради чего все это строилось. Он пропускает звонки клиентов. Он не коммуницирует с клиентами. По разным причинам. Сам не успевает или еще хуже, платит зарплату сотруднику, который тоже не делает так, как нужно делать. Вот это основное резюме. То есть мы показали, как мы это исправили, какое количество денег люди экономят. Там, по нашей статистике прирост 67, у некоторого там в 2 раза вырос объем продаж, у некоторого в 3 раза вырос объем продаж. То есть в зависимости от того, какой у вас бизнес и что у вас происходило до этого. Но то, что теперь, после того, как вы настроите эту систему, вы не потеряете точно никогда ни один лид, это 100%. Лид может передумать. Вы ему вполне возможно не сможете продать именно эту Хонду, а он купит другую, но вы точно его не потеряете, он точно будет в вашей воронке на всю оставшуюся жизнь. Более того, как только он у вас останется на всю оставшуюся жизнь в вашей воронке, вы дальше его можете поздравлять с праздниками, отправлять ему маркетинг по поводу ваших скидок, коммуницировать на любые другие темы и так далее. Петя правильно сказал, робот запомнит его навсегда и всегда будет с ним коммуницировать. И всегда через год, через 2, через 3, если вы дадите команду робота, робот подтянет всю переписку, подтянет все его хотелки, подтянет все его, скажем так, ожидания, и вы сможете наконец ему продать то, что вы хотели. Петя, выключай, как этот называется, демонстрацию экрана. Петя, вопрос тебе, Петя, по твоему опыту, где идут потери лидов? Тебе прямая речь, пожалуйста. Ну, из опыта, представьте, вам поступил лид, это автобизнес или какая-то очень конкурентная среда, где куча предложений на рынке. Так. Лид вам поступил, вы ему перезвонили не через 5, а через 10 минут. То есть время перезвона, раз. Время перезвона. Человек сидит на сайте, и у него есть возможность листать ленту автомобилей, услуг, чего угодно, товаров. Он кликнул вас, вы ему там долго отвечаете, он еще отвлекся, чуть-чуть пролистал, кликнул конкурента, там ему сразу перезвонили, потому что у него робот или кто-то, максимально быстро. Окей. Вы потеряли лид. Дальше где еще теряют? Следующий момент. Человек попросил перезвонить. Он сказал, сейчас неудобно, давайте, я все в силе, но перезвоните вечером после работы. А у вас вечером уже вы не можете никого ответственно поставить, перезвонить. Или он будет пытаться перезвонить, но он, возможно, это не сделает, я не знаю, все что угодно. Просто перезвоны вот эти, которые мы сейчас рассказывали, они крайне важны. Таких ситуаций очень из опыта много, поэтому мы эту боль изучаем. Кстати, это 2 боли. Первое, представьте, что у вас есть, я рассказываю из опыта, у вас есть компания, где у вас несколько наемных сотрудников, и вы даете наемным сотрудникам только горячие лиды, где, грубо говоря, поднимай и оканчивая сделку, то есть заключая контракт. И если человек перезвонил, то есть попросил перезвонить, а вы ему не перезвонили, сразу дали, грубо говоря, закрывающим эти сделку,
то закрывающие начинают тоже, скажем так, выхолащиваться, потому что они привыкли, что человек уже готов, нужно просто пройтись по деталям, по контрактам и закрыть сделку. А тут ему в общую корзину, где все вкусно, попадает, ну, такой, недоваренная картошка, знаете, и все, салат уже не сделаешь. И он, вы просили перезвонить, и он понимает, что, ему нужно сделать всю работу, которую должен был сделать робот. Поэтому мы это учли, ребята попросили сделать так, и мы не даем, грубо говоря, закрывающим вот этот полуфабрикат. Это очень важный момент. Дальше, Петя. Да. Ну, ночное время, нерабочее время, выходные и так дальше. Это Этим фантастическое количество. Это, еще раз напоминаю, я когда продавал свой первый контракт по автобизнесу, я ему говорю, давайте я вам подключу бесплатно. Первые 2 недели. Во сколько у вас бизнес заканчивается? В 5. Во сколько перестаете брать телефонный звонок? Ну, в 4 уже не берем, потому что мы уже там подбиваем и того, и так далее, и так далее, и так далее. Все, я взял с 4 до утром. Во сколько приходите на работу? В 9. Во сколько реально телефон начинаете брать? Ну, в 9. Пусть будет так, хотя реально в 10. Он, когда увидел количество сделок, которые мой робот подготовил для того, чтобы только закрыть, он офигел. И говорит, Игорь, что, сколько стоит? Я все покупаю. Потому что он за 2 недели сделал полностью зарплату всего отдела продаж. Поэтому, нет смысла сейчас тупить. Надо двигаться вперед, потому что, смотрите, инструменты существуют. Ваш бизнес существует. Не пользуетесь вы этими инструментами. Пользуются другие ребята этими инструментами. Все. А завтра 3 будут инструменты. Почему мы работаем, и у нас очень много ребят на подписке, то есть мы поддерживаем технически и выкатываем постоянное обновление. Да потому что мы постоянно сталкиваемся с какими-то новыми вводными и допиливаем. Во-первых, это нам плюс, то есть мы всегда актуальны, у нас всегда вкусные продукты. Это плюс клиенту, он видит, у него таких даже вопросов не было. У него не было даже таких вопросов, на которые мы выкатываем обновления, потому что у нас десятки таких клиентов, и мы не жадины говядины. Мы у одного клиента нашли болевую точку. Мы эту же болевую точку реализовали в своем продукте. Это круто. Отпускаем, ребят, Петь? Да, я думаю. Все, ребята, всем пока. Это начальная и финальная заставка будет. Петя, давай так, попробуем, как Google, Ютуба сработают алгоритмы. Выдаст нас или не выдаст? Все, пока-пока всем. Пока. Все. И в конце я хочу что сказать. Я хочу сказать, что, ребята, это уже 100%. Если вы не используете в своем бизнесе оптимизацию, вы точно проиграете тем, которые используют эту оптимизацию. Это 100%. И вот я сейчас сижу за рулем, да, еду, там, Петя занимается своими делами. Вы видели на фоне там, только на одной CRM-ке там звонок поступил, сегодня выходной день, а я посмотрел, мне поступило уже 7 горячих и теплых лидов, которые сам робот уже дальше разгрузите себя. Вы не нанялись сидеть в свое самое золотое время возле компьютера, возле каких-то вещей и так далее, и так далее. Не хотите видеть эту CRM-ку? Да и не смотрите на нее. Есть возможность все смотреть на, как Петя сказал, в Телеграме. Да, в Телеграме, в телефоне. Хоп, все. И дальше или ставьте задачи, или сами перезванивайте и так далее. Все. Это уже не стоит каких-то там сумасшедших денег. Все стало доступно, максимально доступно. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь к нам, и мы вам поможем. Внизу есть мой прямой Телеграм. Внизу есть ссылка на сайт. Внизу есть ссылка отдельно для послушать телефонные разговоры, если вы не найдете. Внизу есть там еще какие-то ссылки. Там. Посмотрите предыдущие видео. Особенно там видео было «Не тупи», где мы максимально просто рассказали для 2 видов бизнеса, какие оптимизации и автоматизации мы построили. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, и пусть у вас будет все хорошо. Вот на заставку такие 2 ставим, Петя тоже под ней пальца, и пусть вот так вот срежут потом девочка и поставит. Все, всем пока, хорошего дня,
До свидания. До Счастливо. свидания. Счастливо. Всем хорошего.